комментариях под видео с предыдущими архетипами некоторые из вас написали, что с нетерпением будут ждать разбора архетипа Ареса. Очевидно, эти люди что-то знают, потому что Арес действительно архетип более сложный, чем нам представляется. Хотя из мифологии мы помним, что Арес был самым нелюбимым сыном Зевса, которого тот презирал за излишнюю кровожадность. И казалось бы, каким может быть мужчина с таким архетипом? Но не все так просто, потому что архетип Ареса действительно глубокий и, если можно так сказать, имеет несколько уровней. Прежде всего, Арес – это мужчина, которого не любит большинство людей, часто его собственные родители. Потому что это человек, который заводится буквально на ровном месте, начинает рубить правду матку, проявляет агрессию, словом, он действует по принципу «сначала сделаю, а потом подумаю». Но Арес так себя ведет не потому, что он идиот, а потому что над ним властвуют первобытные, необузданные инстинкты, которые ему очень сложно контролировать. И люди его не любят, во-первых, потому что их пугает его непредсказуемое поведение, они не понимают, когда он может вспыхнуть буквально на ровном месте. И ладно бы Арес был бы борцом за справедливость, пусть неуравновешенным, бог с ним, но хотя бы выступал за правое дело. Но Арес не такой. Ему безразлично, кто прав, кто виноват. Он просто не может терпеть, когда кто-то рядом с ним проявляет агрессию. И второй момент, почему люди его не любят, более глубокий. Потому что они ему завидуют. Вот мы с вами, если положить руку на сердце, давайте признаемся, мы бы тоже так хотели. Когда нам кто-то грубит, хамит, проявляет бестактность, мы бы хотели его резко осадить, сказать ему что-то резкое, тоже нахамить в ответ, может вообще дать по носу. Но мы не можем, потому что нас не так воспитывали, потому что нам говорили, надо быть вежливым, надо учиться договариваться, уступать. И мы завидуем Аресу, которому плевать на эти условности, которому безразлично, кто перед ним, близкий родственник, начальник. Он просто скажет все, что считает нужным, и ему безразлично, какие будут последствия. Кроме того, Арес является воплощением нашей теневой стороны личности и тенью архетипа Зевса. Вот это тонкий момент, я сейчас попробую объяснить. Понятие тени ввел Карл Густав Юнг. По-моему, был первый, кто применил этот термин. И Юнг говорил, что тень – это свойство нашей психики, куда мы сбрасываем все свои нелицеприятные качества личности, то, что мы не хотим в себе признать, то, что мы отвергаем, не любим, то, чему мы боимся заглянуть в глаза. И Арес, с одной стороны, воплощает в себе вот эти наши теневые стороны личности, а с другой стороны, он также воплощает и тень своего отца Зевса. В видео про архетип Посейдона я говорил, что Посейдон тоже является тенью архетипа Зевса. Но Посейдон – это скорее такой бета-самец, который постоянно пытается урвать что-то от жизни получше. А вот архетип Ареса, он такой активный и агрессивный теневой аспект Зевса. Потому что Зевс тоже не может признать в себе, что такой могущественный, величественный, мудрый. И у него есть те низменные черты характера, которые он в себе признать не может, но которые воплощает его нелюбимый сын Арес. Второй аспект личности Ареса, который он не может контролировать, это его яркий сексуальный темперамент. Поэтому отношения с женщинами у него складываются непросто. С одной стороны, Арес женщинам нравится, потому что им сложно противостоять его напору, истинной мужественности, как сейчас говорят, мускулинности, и, конечно, вот этой грубоватости и легкой агрессии. Но затем женщины понимают, что в отношениях с Аресом им будет очень непросто, потому что это тот мужчина, который всегда живет одним днем. Если ему нравится женщина, то он делает все, чтобы ее добиться. При этом он не думает, уместно это, неуместно, может быть, женщина замужем, может, она не готова к отношениям. Он не думает о том, что он может ей дать, готов ли он вообще на ней жениться. Его интересует только сегодняшний момент в отношениях. А женщинам так трудно. Большинство женщин не умеет жить моментом, ничего не планируя даже на ближайшее будущее. Поэтому они часто из отношений с Аресом уходят. Но есть один женский типаж, который Аресу очень близок, и они часто сходятся. Это женщины с архетипом Афродиты. Потому что Афродита – это тоже такая женщина, которая живет импульсами, эмоциями, не сильно задумывается над тем, что будет дальше. И вот они с Аресом составляют, в принципе, даже идеальную пару. Хотя их отношения часто бурные, у них бывают и ссоры, и скандалы, но такие же бурные примирения.
И по сути они понимают, что они полностью друг другу подходят. Чтобы лучше понять мужчину с архетипом Ареса, давайте традиционно обратимся к мифологии. И в мифологии есть один очень интересный момент. Греки Ареса не любили. Несмотря на то, что он входил в число 12 величайших олимпийских богов, его не уважали. И если ему приносили жертвы и строили какие-то святилища, то только потому, чтобы его задобрить, чтобы он натворил как можно меньше бед. А вот римляне, которые Ареса называли Марсом, очень его почитали. Более того, по одной из версий, по-моему, даже по главной версии, основатели Рима Ромул и Рем были сыновьями Марса. И в принципе это логично, потому что греки – это культура такая достаточно мирная, созерцательная, если можно так сказать, а римляне – нация воинственная. И понятно, что божество, которое является воплощением войны, для них будет наиболее актуально. Что касается происхождения Ареса. Его родителями были верховные боги Зевс и Гера. И это очень сильно выделяет Ареса среди остальных богов, потому что если мы вспомним, то родителями других, допустим, сыновей Зевса или каких-то богинь были, понятное дело, Зевс, а вот матери либо смертные женщины, либо богини, сильно уступающие по рангу Гере, и только матерью Ареса была законная жена Зевса и царица богов и людей, его и его брата Гефеста. Но несмотря на столь высокое происхождение, Ареса не любили ни боги, ни его собственные родители. И Арес это очень хорошо чувствовал. Возможно, именно поэтому он находил единственную свою радость и отдушину как раз на поле боя. Его радовали именно вид крови, убитые люди, убиваемые люди и стоны умирающих. И он не гнушался, даже в отличие от других богов, непосредственно участвовать в поле битвы как простой воин. Причем ему было безразлично, на чьей стороне он выступает, кто прав, кто виноват. Главное, вот я дерусь, потому что я дерусь. И главным противником Ареса была его сестра Афина, тоже богиня-воительница, но она всегда одерживала победу над Аресом, потому что она была более мудрая и уравновешенная. И вот во время Троянской войны Афина как раз направила руку греческого героя Диомеда против Ареса, и копье Диомеда попало Аресу прямо в грудь. Конечно, бессмертный бог погибнуть не мог, но, согласно греческим авторам, он издал такой крик боли, как будто бы крикнули одновременно 10 тысяч воинов. И этот крик поверг в ужас и греков, и троянцев, которые побросали оружие и тут же покинули поле боя. Сам Арес вознесся на Олимп и стал жаловаться Зевсу на свою сестру. Но Зевс, который Афину любил, а Ареса нет, сказал, что Арес сам виноват. После этого Арес пошел к Афродите, к своей возлюбленной, которая как раз его исцелила и утешила. И Афродита на самом деле настолько сильно любила Ареса, что она даже порой сама участвовала рядом с ним на полях сражений. Ну, просто чтобы поддержать его, как-то помочь. И за это подвергалась насмешкам Афины, которая тоже как-то ее тоже ранила копьем. Что касается Ареса и Афродиты, у них был очень странный союз. По одной из версий Афродита была женой Гефеста, брата Ареса. Арес был ее любовником. По другой версии Арес и Афродита были мужем и женой. Я не знаю, как там было на самом деле, но факт в том, что у Афродиты и Гефеста детей не было. А вот у Ареса и Афродиты было многочисленное потомство. И самые известные из их детей – это Фобос и Деймос, то есть страх и ужас. Также дочь Гармония, сыновья Эрос, Эрот и Гемерот. И, вот что интересно, Фобос и Деймос, то есть страх и ужас, явно унаследовали свой характер от отца. Гармония, чье имя стало нарицательным, и которое, сами понимаете, что обозначает, явно пошел в мать. Эрот, бог любви, и Гемерот, бог страсти, тоже унаследовали характер Афродиты. Но у Ареса и Афродиты был еще один сын, менее известный, но, как мне кажется, очень интересный. Его звали Антерос. И он был богом взаимной любви и при этом богом мести, если эту любовь отвергали. То есть вот выражение «от любви до ненависти один шаг» – это как раз про него. Когда человек еще буквально вчера пылал страстью, кого-то очень сильно любил, но потом столкнулся с отвержением, с холодностью, и теперь его вчерашняя любовь ушла, и на ее место пришла ненависть и желание объект своей любви уничтожить. Вот за это отвечает бог Антерос. И само его имя Антерос – антиэрос, антилюбовь. И, очевидно, он сочетает в себе черты обоих своих родителей – и кровожадного Ареса, и богини любви Афродиты. Вернемся в современную жизнь.
На данный момент мужчин с архетипом Ареса много среди военных, что логично. Может быть, среди полицейских или среди представителей каких-то силовых структур. Причем ему очень важно, чтобы его коллеги-мужчины его принимали и понимали. Потому что изначально уже Арес – человек глубоко уязвленный, уже столкнувшийся с тем, что его не любят. И ему крайне важно, чтобы его принимали хотя бы в той среде, куда он специально пошел в надежде вот на это взаимопонимание. И если коллеги будут его отвергать, то Арес воспримет это очень болезненно и может замкнуться в себе. Что касается отношений с женщиной, здесь есть один интересный момент. И, наверное, положительный момент. Потому что, в отличие от многих других мужчин, Аресу абсолютно безразлично прошлое женщины. Опытная она, неопытная, были ли у нее дети от предыдущего брака, какое у нее количество партнеров. Он не боится, что его будут сравнивать там, в постели или в отношениях с кем-либо другим. Потому что вот в том же сексе Арес отдается полностью процессу. И ему безразлично, что о нем сейчас подумают. Он ничего не анализирует и ни с кем себя не сравнивает. Кроме того, при первой встрече с Аресом женщине может показаться, что он какой-то вот мужлан, грубоватый, немного шовинист. Он может что-то презрительное сказать по поводу женщины, ее умственных способностей, но на самом деле он не совсем такой. Арес так себя ведет, потому что его так приучили. Может быть, у него был отец, который говорил, там, все бабы дуры. Или потому что, вот находясь в военной среде, где много, не то чтобы шовинистов, но таких очень мускулинных мужчин, которые немножко презрительно относятся к женщинам, Арес просто копирует их поведение. Но когда Арес начинает более близко общаться с женщиной или с каким-то женским коллективом, то он ведет себя иначе. И женщины видят, что, по сути-то, он не шовинист, и парень неплохой. Может быть, со странностями, но неплохой. Что касается личной жизни, семьи, брака и так далее, Арес обычно женится довольно рано. Может быть, потому что его девушка забеременела, и для него это уже повод. Может быть, его родители говорят, что пора остепениться, хватит тебе там маяться. Как мы помним, Арес все-таки поддается чужому влиянию. Но в браке с Аресом женщина не всегда счастлива. Потому что если она рассчитывает, что вот этот вот мужественный, по-доброму агрессивный мужчина будет теперь решать ее проблемы, зарабатывать, обеспечивать семью, нести ответственность и так далее, она заблуждается. Скорее всего, Арес это делать не будет. И не потому, что не способен, а потому, что он просто не считает нужным. Он живет одним днем, и так далеко он не загадывает. Поэтому в браке с ним трудно. Кроме того, жена Ареса может столкнуться с изменами с его стороны. Причем довольно частыми. И не по той причине, что он подлец, а потому что, как мы помним, опять же, Арес не в силах контролировать свой сексуальный темперамент. Если ему какая-то женщина нравится, то все, ему сносит крышу, вижу цель, не вижу препятствий. И он не задумывается о последствиях, он не думает о том, что он может причинить боль своей жене или этой женщине. Но здесь есть и положительный момент. Поскольку Арес действует большей частью импульсивно и не задумываясь, то у его жены есть шанс это все исправить. Если он ей дорог, если она хочет сохранить брак, она может сказать ему о том, что «мне неприятно, когда ты так делаешь», что в порядочных семьях так не поступают. И со временем у нее есть, в общем-то, хороший шанс его перевоспитать и сделать так, чтобы он стал верным мужем. Теперь давайте поговорим о том, какие литературные персонажи могли бы проиллюстрировать мужчину с архетипом Ареса. Первым мне приходит на ум Боромир из «Властелина колец». Конечно, Боромир не совсем Арес, потому что Арес – это прежде всего мужчина, у которого не любят другие люди, которого не любит его собственный отец. А Боромир, как мы помним, был и любимым сыном, и вообще героем. Но в нем присутствуют многие черты Ареса. Во-первых, импульсивный и не всегда контролируемое поведение. Хотя, разумеется, над его поведением властвовало кольцо, но тем не менее, все равно Боромир был то один, то другой. То он вроде как защищает Фроду, то говорит, что ты предатель, который ты нас всех погубишь. И вот он постоянно мечется из стороны в сторону. Второй пример. Это может быть Северус Снейп из «Гарри Поттера». Тоже не совсем классический Арес, но вот он как раз был нелюбимым сыном. Окружающие его не любили. Это был человек, который перешел со светлой стороны на темную, потом вернулся обратно. К главным героям он тоже относится противоречиво. Вроде бы он их ненавидит, с другой стороны он их защищает. Часто совершает импульсивные поступки, о которых потом ему приходится жалеть.
Ну вот и в целом такая личность довольно мрачная и, сказать, нелюдимая. Вот такой противоречивый получился у нас образ Ареса. Мне на самом деле было довольно сложно подбирать примеры. Я нашла только литературных персонажей, то всего 2. А про исторических как-то мне даже в голову ничего особо не пришло. Поэтому буду вам очень признательна, если вы в комментариях приведете свои примеры и литературных персонажей, может быть, исторических личностей. Также пишите ваши впечатления об этом архетипе. Понравился, не понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и до следующих встреч.